Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом коротком видео расскажу вам про статистику приглашений победителей DV 2021 на собеседование по различным странам. Прошлое видео на эту тему на нашем канале вышло 2 недели назад, и с того момента две новых страны, Турция и Туркменистан, вышли из спячки и начали рассылать приглашения на интервью. Кстати, на эту тему мы делали отдельное видео, подсказки появятся сейчас вот здесь и в описании. Но несмотря на хорошие новости для вышеперечисленных стран, по-прежнему есть страны, которые до сих пор не начали обрабатывать кейсы победителей лотереи Green Card. И это очень плохо, ведь времени с каждым днем становится все меньше. И кажется, кроме как на резерв виз по решениям судов, надеяться многим победителям уже не на что. Кстати, все больше и больше информации поступает от наших подписчиков из Узбекистана о том, что собеседования уже начали назначать на середину и конец июля. Лично мы своими глазами видели только письма-ответы от сотрудников посольства США в Ташкенте о том, что они надеются частично возобновить работу в июле, а самих приглашений еще не видели, поэтому говорить о том, насколько достоверная информация, не можем. Если пригласили лично вас или ваших знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить эту информацию. Ну а теперь про общую статистику. Исходя из данных в этой таблице, становится ясно, что на данный момент во всем мире уже более 4500 кейсов получили приглашение на интервью. Как я говорила, прошло около 2 недель с прошлого выпуска на эту тему, и за этот период посольства разослали почти 1000 новых приглашений. Конечно, это все еще капля в море, и чтобы раздать все 55 тысяч виз, выделенных для победителей, посольство должно провести за год чуть ли не в 10 раз больше интервью. Но тем не менее прогресс есть, и некоторые посольства начинают работать все лучше и лучше. Львиную долю из 1000 новых приглашений получили граждане африканских стран. Так, например, только на Марокко, Руанду, Камерун и Кению пришлось почти 300 приглашений. Однако на этот раз порадовало и посольство США в Варшаве, отправив целых 104 приглашения на собеседование. И как вы знаете, это отличная новость не только для поляков, но и для белорусов, интервью которых должны проходить в Варшаве. Казахстан тоже не сдает лидерские позиции и разослал почти 50 новых приглашений. Столько же отправили и Эмираты, откуда у нас точно есть несколько десятков подписчиков. Грузия отправила 24 приглашения, Украина всего 4, а Армения и Кыргызстан по 3. Ну и я напоминаю, что это не официальная статистика, но все данные вытягиваются из официального сайта Консульского центра США по электронным обращениям и дополняются данными победителей. Они могут быть не совсем точными и обновляются не сразу. Ознакомиться с ними вы сможете по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. А я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.